Здравствуйте, товарищи! Сегодня я хочу начать очередную новую рубрику на моем канале, но в данном случае она не будет связана с какими-то либо игровыми событиями, а будет связана с лором вселенной Warhammer 40 000. Космодесант — это главная ударная сила Империума Человечества. Главной ударной силой государства человечества в 41-м тысячелетии является Имперская гвардия. Это простые люди с лазерными винтовками, лазганами и примитивными бронежилетами. Некоторые экипированы и того хуже, но в Имперскую гвардию входит и техника. К примеру, бывают пехотные полки, состоящие, к примеру, из 10 000 солдат, и бронетанковый полк, который состоит из 4 сверхтяжелых танков «Карающий меч». Однако вселенная мрачного будущего ассоциируется с космическими десантниками, генетически улучшенными людьми в силовой броне, которые сами из себя представляют живое оружие. Так почему же они не главная ударная сила? Во-первых, их мало для галактической державы, как Империум Человечества. Примерно 1 миллион космодесантников, плюс-минус 200 000. Если десантники такие крутые, то почему они не главная ударная сила? Брали бы не числом, а умением. Возможности космодесантника значительно превосходят обычного солдата и тем более человека. К примеру, по кодексу Астартес, административному труду про десантников, написанной 10 000 лет назад по лору вселенной, для захвата одной планеты требуется 100 космодесантников. Но бывают разные планеты и разные противники. К примеру, в книге «Фулгрим по-латински Феникс» под авторством Джон Рейнольдс из серии «Примархи» рассказывается о том, как примарх Фулгрим вместе с отделением космодесантника смог завоевать целую планету. С другой стороны, если мы вспомним первые книги Ереси Хоруса, когда несколько тысяч космодесантников не хватило захватить планету-убийцу, то это крайность другого характера. Увы, часто сил космодесантников не хватает, ведь в Warhammer 40 000 существуют различные опасности. К тому же создание космического десантника – это длительный труд и процесс. Как правило, он растягивается лет на 30-40, а то и поболее. Более того, не все пригодны для генетических изменений. Многие погибают, плюс сказывается технологический упадок Империума Человечества. Поэтому такой ценный материал, как космический десантник, нужно использовать с умом. А вот я слышал, что в период образования Империума десантники были главной ударной силой, а не простые людишки. Да, так оно и было. По лору вселенной за 10 000 лет до событий, в которых происходит вся движуха Warhammer 40 000, космические десантники делились не на ордена по 1000 космодесантников, а на легионы, в которые входили от 80 и более тысяч десантников. И их было около 18. То есть примерно всего на тот момент насчитывалось около 2 миллионов космических десантников. Но не забывайте, что тогда Империум обладал значительно более продвинутыми технологиями. Десантником можно было стать даже в зрелом возрасте, а не только, как сейчас, подростковый возраст считается нормальным. К тому же нужно было чаще всего воевать с людьми, которые из себя представляли разрозненные осколки бывшей человеческой империи и чаще всего проигрывали по технологии, а не с ксеносами, инопланетянами. Более того, некоторых империй ксеносов тогда еще не было, как империи Тау, Некрона. В большинстве случаев еще спали. Тираниды еще не прилетели и так далее. Примеров здесь можно привести очень много. Более слабый враг, более лучшее вооружение и технологии. Сам бог-император и его сыновья-полубоги-примархи во главе армии. Адептус Механикус на максималках, вы получите другой результат. Плюс не забывайте, что легионы Астартес были срисованы с римских легионов, целью которых было завоевание новых территорий и расширение Римской Республики, а потом и Римской империи. И падение части космодесантников Хаус своего рода демонстрировало разложение армии, как оно было и в Римской империи. А ордена Астартес равняются уже на средневековых рыцарей. На этом мы сегодня
первый ролик подобного плана завершаем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи!